Приветствую вас, друзья! Сегодняшний выпуск мы внезапно начинаем с нарезания лимона. Точнее, не лимона, а лайма. И нет, не потому, что Вестник Бури вдруг стал кулинарным блогом. Этот лайфхак мне дали местные товарищи-профсоюзники для похода на какие-то серьезные и потенциально радикальные митинги и демонстрации. Дело в том, что здесь очень часто демонстрации заканчиваются столкновениями с полицией, а полиция очень часто любит применять слезоточивый газ, который просто напрочь убивает слизистую. И в таком случае, если вы вдруг попали в зону поражения, вы берете платочек, смоченный лимонным соком, закрываете глаза, прикладываете платочек к рту и на ощупь куда-то пробираетесь вне зоны поражения. И очень хорошо, если полиция не применит, например, резиновые пули, потому что таким образом здесь многие люди уже остались без глаз. Несмотря на крайне жесткие разгоны, Франция и по сей день является самой бунтующей страной Европы. Кадры с протестов часто облетают весь мир, будоражат сознание обывателей. Последняя волна забастовок и демонстраций, которая у многих оказалась на слуху, была связана с ростом цен на фоне санкционной войны. Но это лишь верхушка айсберга, потому что протесты тут идут просто перманентно. Маленькие, локальные и, в принципе, довольно тихие и мирные. Протесты побольше в отдельных отраслях. Наконец, протесты общенациональные, громкие и радикальные. Можно начинать свою неделю просто с поиска информации о том, какие митинги, шествия, забастовки будут в ближайшие 7 дней в Париже и окрестностях, и, скорее всего, вы найдете сразу несколько штук. Сегодня мы поговорим с людьми, которые во всем этом участвуют, которые часто организуют или, по крайней мере, изучают подобные мероприятия, и спросим, что ими движет. Есть ли вообще какой-то толк от этих многочисленных протестов? Почему до сих пор, несмотря на массовое недовольство, не происходит новой французской революции? И почему Россия не Франция? В общем, поехали. Данная листовка гласит, что мы все в дерьме. И мне кажется, что это правда. Перед тем, как мы перейдем к основной части нашего повествования, напомню, что вам срочно нужно подписаться на наш YouTube-канал, если вы еще не подписаны, а также нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых роликах. На наши соцсети и Telegram-канал тоже настоятельно рекомендую подписаться, все ссылки в описании. Ну а мы переносимся на окраину Парижа в Сен-Туан. Вообще, Сен-Туан больше известен своим так называемым блошинным рынком, но сегодня здесь проходит митинг учителей. Сегодня они отказались работать и объявили забастовку. Причем организаторы говорят, что это только начало, это первый из череды митингов, и в дальнейшем они рассчитывают привлечь педагогов со всего Парижа. И причина этого действия понятна и ясна многим россиянам. Это пресловутая оптимизация. Ряд учебных заведений со старшими классами, как их тут называют, лицеи, просто закрывают, а учеников распределяют по другим школам. И результат такого объявления вы видите за моей спиной. Скажите, пожалуйста, каковы требования вашей забастовки и вашего протеста? Это митинг против закрытия учебных заведений. 7 лицеев Парижа было решено закрыть в одностороннем порядке региональными властями, в чьем ведении находится здание учебных заведений. Это не просто неоправданное закрытие. Они закрывают в первую очередь профессиональные лицеи, где учатся дети самых бедных слоев. И эти профессиональные лицеи самые крупные. Они сейчас не просто под угрозой закрытия и переживают реформирование. Их хотят лишить статуса учащихся и передать работодателям, чтобы те их обучали самостоятельно, без помощи государства. Наш лицей закроется, как и 6 других лицеев Парижа. Мы боремся, чтобы этого не произошло, потому что они нам позволяют заниматься и учебой, и искусством. Это углубленный курс по изучению 2 категорий дисциплин. Я думаю, что в России такой митинг бы вряд ли согласовали, потому что мы находимся рядом с остановкой. Вдоль тротуара толпа растянулась, наверное, на 100 с лишним метров, частично перекрыв проезжую часть. Но вот французам это, видимо, не особо мешает. Бывает и похуже. C'est un message catastrophique. Quel est le sens de la fermeture des lycées professionnels?
Мы не знаем точно. Мы уверены, что ситуация серьезная, поэтому вышли сюда протестовать, чтобы закрытие не произошло. Действительно, мы делаем все, что можем, но, к сожалению, у нас, как у учащихся, нет большой власти. Но мы делаем все, что можем, дабы помешать закрытию. Скажите, пожалуйста, вы надеетесь добиться успеха в своем протесте? И каковы шансы на успех вообще, в принципе? Сейчас происходит лишь первый этап протестной мобилизации. Это только начало. До последних дней информация о закрытии лицеев была лишь слухами, но теперь она подтвердилась. Но, надеюсь, у нас получится противостоять. Стоит сказать, что в России последних десятилетий идет планомерное закрытие учебных заведений. В последние 10 лет процесс этот стал не хаотичным, а уже вполне себе урегулированным и получил, как я уже сказал, очень толерантное название «оптимизация». Жертвами этой политики стали в первую очередь сельские школы. Тысячи малых учебных заведений в деревнях закрылись, в результате чего детям теперь приходится ездить на учебу за 3-9 земель. Да и в городах закрытием, слиянием учебных заведений никого не удивить. Это порой вызывает таки в России локальные вспышки недовольства. В одной такой вспышке в Дзержинске мне и самому удалось поучаствовать лет 9 назад. Но в целом ничего даже отдаленно похожего на протесты во Франции в связи с оптимизацией у нас не было и, к сожалению, нет. Я объясняю ситуацию с забастовкой учителей, как это выглядело бы в России. Если бы мои коллеги, педагоги, решили бы затеять что-то подобное, где-нибудь в российской глубинке или даже в Москве, то, скорее всего, зачинщиков бы вызвали к директору на ковер, сделали бы выговор, кого-то, возможно, даже уволили бы, и этих же зачинщиков, скорее всего, вызвали бы в полицию, или просто на профилактическую беседу, или, может быть, завели бы административные дела. Почему тут такого не происходит? И возможны ли тут такие ситуации? Конечно, я думаю, что все капиталистические государства не хотят, чтобы их работники имели право забастовать, право протестировать, право провести митинги. Но у нас что произошло, это что наша была всегда борьба классов, чтобы, классовая борьба, чтобы разрешить, чтобы мы достигли эту возможность иметь право на митинг, право на демонстрацию, право на шествие и так далее. И сейчас из-за этой классовой борьбы право на легальный профсоюз и право на демонстрацию, они включены, написаны в Конституции и в законе. Но у нас тоже это есть формально в Конституции, но это не работает. Конечно. Но пока у нас они, конечно, наше государство хотело бы, конечно, нарушить факт, что это написано в Конституции, но пока это то, что нас защищает от этого. Постоянной борьбой работники добиваются соблюдения неких норм. Да, то есть солидарность работает. У нас пока еще работает, но мы чувствуем, что постепенно мы теряем это право. Но это очень постепенно делается, потому что пока государство знает, что если он вот так сидит преподавателя в участке от того, что он был просто на демонстрации, это может провоцировать восстание всех преподавателей на улице. Мы не можем согласиться с тем, что наши товарищи в тюрьме, потому что они провели демонстрацию. И извини, если я немножко длинно, но просто еще что-то хотела добавить. Когда мы узнали, что один активист, профсоюзный активист у вас в тюрьме, когда они посадили Кирилла Украинцева, это был для нас огромный шок, потому что это лидер для нас классовой борьбы
сейчас в России. И это, конечно, человек, который очень мешает вашему государству русскому. И для нас это был такой скандал, что мы сразу написали заявление нашего профсоюза, мы всем отправили наше заявление, и мы были даже готовы провести митинг, демонстрацию на улице, чтобы требовать его освобождения. Почему во Франции люди систематически выходят на протесты, и для них это такой стиль жизни, а вот в России такого не наблюдается? Я удивлена вопросом, потому что я, например, не считаю, что люди во Франции регулярно выходят на улицу. Может быть, было время в прошлом, я бы сказала, после войны. Нет, ну, скажем, с начала века, и даже раньше, естественно, революция, коммуна и так далее, да? То есть, скажем так, по сравнению с Россией, естественно, мы знаем, что такое протест, и мы привыкли к этому. Это часть культуры, мы даже гордимся, можно сказать, что мы бунтующий народ. Да. Это, можно сказать, это часть нашей истории. Но сейчас, по сравнению с тем, что было раньше, все меньше и меньше люди выходят. В том числе потому, что они видели, что это мало работает на самом деле. В последнее время все меньше и меньше люди добивались успеха способом протеста. Вторая причина, наверное, в том, что люди все больше избегают или не участвуют в институционализированных, скажем, организациях, которые организовывают протесты, это профсоюзы, партии и так далее, да. И третье, это то, что люди испытывают на себе все прелесть капитализма, да, то есть они хуже стали жить, больше стали работать. И несмотря на то, что можно считать, да, это все причины протеста, на самом деле это и мешает протесту одновременно, потому что, как я всегда говорю, когда ты сидишь в дерьме, но у тебя нет ни времени, или мало ресурсов на самом деле, да, что-то делать, ты пытаешься выжить. И, соответственно, если мы сравниваем с Россией, мы прекрасно понимаем, почему в 90-х, например, очень мало было протестов, если учесть, сколько много причин было протестовать, да, потому что люди все потеряли. Именно потому, что все потеряли, они оказались в непонятно какой ситуации. Для них в первую очередь была цель выжить. И я тогда жила, я тогда проводила исследования с рабочими в том числе. И мне стало понятно абсолютно, почему люди не выходят. Другие были дела совершенно, да. И я забыла упомянуть еще четвертую причину, которая и во Франции, и в России тогда и сейчас, естественно, важна. Это то, что это вопрос солидарности. И вопрос о том, что капитализм нас учит, и неолиберальный капитализм особенно нас учит воевать друг с другом, бороться друг с другом, чтобы защитить себя в первую очередь, да, и понятное дело, что уменьшивается, ослабевает, скажем, солидарные связи, и меньше выходишь на улицу, соответственно. И все эти причины, которые я называла по поводу Франции, это касается в России, но еще в большей степени. Плюс к этому надо и добавить почти полное отсутствие, или во всяком случае очень слабый вес всех институционализированных организаций. Да? Буквально 2 дня прошло с забастовки учителей, а мы уже на новом протесте. Практически весь Париж парализован забастовкой транспортников. Метрополитен не работает, наземный транспорт работает с очень большими перебоями. И добраться сюда, в центр Парижа, это просто целый невероятный квест. Скажите, пожалуйста, каковы требования вашей забастовки? Мы требуем повышения зарплат по всей Франции для людей в государственном и частном секторах. Мы требуем достойную пенсию. Пенсии у пенсионеров пока что мизерные, и мы больше не можем жить таким образом.
Забастовка началась из-за низких зарплат и повышения уровня цен. Цены растут, электроэнергия дорожает, газ дорожает, но наши зарплаты не растут. Еще одна причина – это право на забастовку, которое постепенно у нас отбирается. Сегодня транспорт практически повсеместно перекрыт. Скажите, не сталкивались ли вы с негативом со стороны горожан, которым это причиняет неудобства? Я думаю, что француженки и французы понимают смысл забастовки. Думаю, они солидарны с транспортниками из метрополитена и электричек. У работников электричек тоже, кстати, условия труда ухудшаются, и они крайне недовольны. И водителям поездов, и пассажирам это невыгодно, потому что количество транспорта уменьшается. Это реальность. Каждое утро поезда переполнены, и это сподвигает людей быть солидарными с нами. Мол, давайте, идите до конца, чтобы и мы получили лучшие условия проезда, и вам работалось комфортнее. Есть, конечно, определенный негатив. Есть люди, которые не понимают, но большинство все же понимает и поддерживает. Более 70% граждан поддерживают эту забастовку, потому что они с нами в схожей ситуации. Я сам водитель поезда, и сегодня я бастую, чтобы быть здесь вместе с этими людьми. Кстати, небольшая ремарка. В России подобные забастовки на транспорте законодательно запрещены. При желании за остановки поездов водители и прочие работники могут получить уголовную статью. Во Франции профсоюзы пока что успешно сопротивляются таким нововведениям. Было бы неправильно говорить, что вот прям каждый протест во Франции обязательно массовый, громкий. Те, кто следит за моим телеграм-каналом, могли видеть репортаж с локального митинга в Сен-Дени. Местный мэр закрывает досуговый центр для детей, где те могли бесплатно играть в игрушки. Центр маленький, он актуален даже не для всего 100-тысячного пригорода Парижа Сен-Дени, а только для его части. Но все равно протест начался, его поддержали местные левые активисты. То есть определенное число людей, которым даже на малую несправедливость не все равно. Лично я присутствовал на митинге, там было больше 100 человек. Полиции, кстати, не было в пределах видимости, потому что для всех и так очевидно, что погромов не будет. Все это напоминало мне отчасти такие российские локальные народные сходы по каким-то местным проблемам. Только в России такие мероприятия бывают все же гораздо реже. Что нужно, чтобы провести митинг во Франции? То есть вот у нас, например, заявление нужно подать за 10 дней, 15, может быть, его не согласуют. Ну, это то же и самое, надо заявить, я не специалистка, так что я не хочу сказать глупости. Я приблизительно надо неделю назад предупредить, и митинги и демонстрации есть разные правила. Это типа 10 дней назад, неделю назад надо заявить в префектуре, что ты будешь проводить такой митинг. А бывает, что не согласуют? Да. Один раз моему профсоюзу отказались от митинга, сказали, что мы слишком поздно их предупредили. И председатель ответил префектуру, а что я могу сказать? Это мандат, который мои члены профсоюза мне дали. Провести этот митинг. Я не могу отказаться, потому что это не от вас зависит. Это зависит от членов моего профсоюза. Что я могу им сказать? Я все-таки буду проводить этот митинг. И председатель знал, что когда что после этого митинга его смог бы арестовать. Он знал, что он взял большой риск, но он решил принимать этот риск, потому что он знал, что вокруг него столько людей
будут сразу его защищать, если его заарестуют, что он все-таки взял, принял риск. Арестовали в конце? И в конце нет, его угрозили серьезно, сказали, это не разрешено префектурам, мы опять вас попросим все прекратить. И он сказал очень спокойно, скажите всем, вы видите столько людей, скажите, что вы не разрешаете, что митинг не разрешен. Вот эти массовые протесты, которые периодически сотрясают Францию, ты можешь поведать, как они вообще организуются? Это инициатива сверху от руководства профсоюзов или часто бывает, что это инициатива снизу? А тем более некоторые протесты, насколько я знаю, они вообще не связаны с профсоюзами и организуются, может быть, через социальные сети. Вот как здесь налажен этот механизм? Я не совсем специалист, в этом области, но что я могу сказать, это когда это исключительно сверху спускается, это мало работает, то есть это профсоюзный функционер, который выходит, но очень мало. Это должно быть как минимум встреча и низового недовольства и спонтанного протеста, и поддержано сверху. Тогда это работает. Либо же, есть куча примеров, особенно в последнее время, когда это стихийно снизу организовывается, потому что люди уже видят, что нет возможности больше дальше терпеть. Самым масштабным и радикальным движением последних лет во Франции стали так называемые «желтые жилеты». Примечательно, что это было даже не движение профсоюзов, как часто бывает. Их протест начался в конце 2018 года, когда во Франции выросли цены на топливо, что повлияло, в общем-то, и на выбор символа протеста – желтого светоотражающего жилета, в который были одеты участники движения. 17 ноября стартовала общенациональная акция протеста, в которой, по данным МВД Франции, приняли участие 287 тысяч человек. Они перекрывали трассы, блокировали бензозаправочные станции, формировали автомобильные пробки. Все это продолжалось несколько недель и вскоре дало первые плоды. 4 декабря французские власти объявили о введении полугодового моратория на рост цен бензина и дизельного топлива. А 10 декабря протестующие вынудили президента Макрона пойти на дополнительные уступки, объявив о том, что с 2019 года минимальная зарплата повысится на 100 евро в месяц, сверхурочные часы не будут облагаться налогом, каждый работающий француз получит в конце года необлагаемую налогом премию. Вдобавок было отменено повышение пенсионного налога для граждан с зарплатой менее 2000 евро в месяц. Через еще несколько месяцев на фоне непрекращающихся протестов желтых жилетов Макрон объявил об еще одном пакете уступок. В него входило уже снижение подоходного налога на средний класс к 2020 году, повышение минимальной пенсии до 1000 евро в месяц, индексация пенсии размером менее 2000 евро на уровне инфляции с 2020 года, отказ от повышения пенсионного возраста и мораторий на закрытие школ и больниц без согласия местных властей до 2022 года. Французов, впрочем, не остановил ни полицейский кнут, ни пряник в виде моратория и этих уступок. Протесты продолжились и, более того, начали обрастать политическими требованиями, включая отставку президента. Желтые жилеты. Кто это вообще такие? Почему их движение вдруг стало таким массовым, масштабным? Потому что понятно, что повышение цен на топливо — это скорее повод. Да, конечно. Это проявление недовольства, которое накапливалось очень давно, судя по всему, в низах народа. И удивительно, во всяком случае, для меня, и то, что меня порадовало очень, это то, что это люди как раз сами дальние от профсоюзов, от партии, очень критически относившихся к любым организованным акциям, и которые вдруг почти стихийно, они многие говорят, я слышала где-то, что люди собираются, пришел, увидел, бац, какие прекрасные люди, как я. Мы стали общаться, и я стал понимать, что я не один такой, живу плохо, что каждый год мой уровень жизни снижается.
И люди вот таким образом стали тихонечку политизироваться. Это было движение для людей из маленьких городов. Это очень важно, потому что для меня, человека, который живет в департаменте Валь-де-Марн, я не знаю французской провинции. Я живу в Париже или я живу в пригороде Парижа, там работаю, и вся моя жизнь здесь. Люди, которые были в этом движении, люди из желтых жилетов, это была другая Франция, это была нормальная Франция, но я, как эмигрант, я этой Франции не знал. То есть это были провинциалы вот такие? Да, да, да. И они хотели вот показать, что мы есть, вот низы Франции мы есть, нас игнорируют, нами пренебрегают. Мы есть, мы хотим защитить свои права. А социально это мелкая буржуазия, маргинальные слои, кто вот это вот? То есть это люди, которые вне профсоюзов, вне партии до сих пор были, вне каких-то социальных движений, и вот... Ну, я, конечно, утрирую, да, это не только люди вне профсоюзов, да, потом, особенно потом, спустя некоторое время приходили из профсоюзов, из партии, но костяк, скажем так, это люди вне. А в социальном плане это, вот как раз что замечательно, это люди всякого рода. По-французски есть выражение «les classes populaires». Я бы переводила так, это трудящиеся классы. Ну, были безработные, но я тоже их отношу к трудящимся классам, просто у них временно нет работы, потому что не хватает. Но очень многие работают и при этом получают очень низкую зарплату, либо же работают прекарно, да, то есть сегодня работают, завтра нет. И это низкооплачиваемые профессии. Не знаю, там работает в общественном транспорте, в промышленности, ну, там всякое есть. Фактически неолиберальная политика здешнего правительства спровоцировала недовольство вот таких провинциалов, которое в итоге сработало, сдетонировало в конце 2018 года. Да, да, да. Но это тоже раньше, это тоже надо сказать, что в начале, когда Макрон он начал быть президентом, он был очень такой человек, такой аристократ, с такой большой погардой для людей. Что когда ему говорили, нет работы, я окончил, у меня есть диплома, что мне надо сделать? А посмотри, там есть ресторан, там 30 метров, там искают работы, иди в ресторан. И так много таких. По-моему, Макрон очень похож на нашего Евгения Панасенкова. Я его не знаю этого человека, но если он похож, если он бы приехал на этот желтые жилеты, но его бы не любили. Их протест был мега радикальным даже по здешним меркам, я так понимаю. Но почему движение желтых жилетов не стало движением новой французской революции? Ну, они хотели. Вот первый раз я слышала, ну, прямо вот так много, но это смешно, потому что это буквально позавчерашние обыватели, да? Они смотрят там телесериал и так далее, а на следующий день или спустя 2 дня они говорят о революции и описывают такие сцены, они прямо вот... Сорвались с цепи. Да, динамика протеста, да, и то, что на них нападали очень жестко, делали из них, да, революционеров, даже бабушки, то есть без боязни особо тоже могли нападать на полицейских, если они видели, что эти плохо общаются с другими. В 90-е у Анпилова были такие пенсионеры-смертники. Так, монетизация льгот, я сама участвовала, видела такие сцены ровно такие же, да, то есть это... И на самом деле, я подозреваю, я не уверена, но у меня гипотеза такая, что у людей, у которых как раз нет опыта, которые вначале думали, они все думали вначале, что они в своем праве, что они граждане этой страны, выходят
и вот все им дадут, да? Они поняли, что ничего подобного, и радикализировались, ну, мигом просто, потому что ничего не боялись, они не знают, что такое организованная демонстрация, да, от площади Республик до площади Бастилии, например. Поэтому им, ну, не было То есть границ. у них не было тех зажимов, тех рамок, Да, которые... да. у- Они все сами придумывали, организовывали по ходу, потому что они стали вместе, и они нравились друг другу, и они сказали: о, мы новая сила. Это движение, он был очень такой хороший. Ты там приходишь, ты там разговариваешь с людьми. И это не была такая нормальная демонстрация, что ты приходишь и так начинаешь вместе А, идет вместе Б, и люди только приходят, что там 1-2 часа и идут дома. Нет, мы там, например, то, что там происходило на Шанзелизе, мы там приходили, и мы там были, и мы никогда не шли. Мы там были много часов, люди приходили, говорили. То Здесь... есть это место для общения, в первую Да, очередь. да, здесь человек там, не знаю, такая там радикальная правица националистическая, что там говорит. Здесь коммунист, который говорит, там анархист, там человек там с Британии, там человек там. И каждый взял мегафон и говорят. И ты там слушаешь одних людей, вторых людей, и такая еще там можешь есть. Ты не знаешь людей, но он тебе дает что-нибудь, чтобы есть. Такая атмосфера. Там эти люди, которые хотели там гоняться с полицией, там были на Триумфальном арке, но там внизе были люди, которые говорили, и они приезжали, говорят. То есть не нужно переоценивать радикальность этого движения. Слушай, я приезжал, я тебе покажу что-нибудь, потому что я там приезжал как коммунист, чтобы говорить с людьми, но тоже приезжал как человек, который хотел делать что-нибудь. Если я приезжал, чтобы там смотреть, я взял такие очки, потому что там, где была полиция, и там, где они стреляли в людей, там много людей и много журналистов. Например, впервые... То есть очки, чтобы защитить глаза от Да, потому что они стреляли этими там гранатами в очи. Это называется ЛБД. Это такие пластиковые. Много людей, которые участвовали в этом движении, они потеряли глаза, они потеряли там пальцы. Но все-таки они не смогли свалить вот эту вот систему, власть. В чем причина, по-твоему? В чем причина? Причина в том, что система очень крепкая. Есть очень хорошо организованная, солидная полицейская машина, есть экономические интересы и экономическая мощь, скажем так. Я думаю, вот олигархия плюс полицейская. Проблема в том, что они лишились организаций. Не было То есть они были не организованы? Да, они были не организованы. И это лишение организации, организованной структуры, которая не разрешила желтым жилетам стать реальным движением. И есть, на мой взгляд, еще другая причина. Все левые силы, уже существующие, не хотели присоединиться к желтым жилетам, не хотели Почему? На это их была такая возможность? поддержать. Рабочий класс, ему очень было нужно какую-то структуру, чтобы бороться против государства. И как обычно... То есть фактически левые партии выступили с предательской позиции? Ну да, я так и считаю, да.
Когда речь заходит о французских протестах, то у многих в памяти возникают не только образы профсоюзников из объединений типа СЖТ или Форс Овриер, но и люди в черных балахонах, масках, темных очках с коктейлями Молотова в руках. Это так называемый черный блок. Именно они чаще всего вступают в конфликты с полицией, занимаются целенаправленным вандализмом, ну а были и случаи, когда черноблоковцы нападали на профсоюзные колонны. На самом деле они составляют обычно ничтожное меньшинство протестующих, и я пока что не встретил даже ни одного левого активиста во Франции, который бы сказал о них хоть что-то доброе. А вот, кстати, насчет насилия. Ребята из черного блока, это вообще кто такие и как к ним относятся здесь? Черный блок. У меня сложные к нему отношения. Я не пацифист, я бы сказала, глупый пацифист, да, я понимаю, что если ты хочешь что-то изменить в корне, но без насилия никак. Но это насилие, но черный блок это что? Это люди, одеты в черном, которые используют насилие как первое орудие провокации. Они используют насилие против полицейских, но и устраивают провокации внутри демонстрации, да, чтобы, ну как они говорят, да, чтобы провоцировать людей на реакцию, на радикализацию. Но, на мой взгляд, что касается желтых жилетов, они оказывали плохую услугу. И надо сказать, что в последнем 1 мая в Париже черный блок, он заатаковал не полицию, но СЖТ заатаковал. СЖТ из Вальдемара. Да. Да. Такой большой грузовик СЖТ. Они пришли, это такие дураки, но что большой, может не большой, но такой очень активный профсоюз, который делает забастовки. Но эти люди, которые говорят, мы антисистемовцы, антикапиталисты, но с кем они? Если ты атакуешь профсоюзы, ты мой враг. До сих пор не были очень точные социальные анализы, расследования, чтобы понимать, кто есть внутри, кто члены этих черных, этого черного блока. Мы видим, что мы называем бобо, значит, маленькие буржуйские люди, но есть тоже люмпен-пролетариат. Люмпен-пролетариат. Но мы точно не знаем. Но то, что для нас очень точно, это что черный блок очень нужен государству, потому что черный блок всегда здесь, чтобы разрушить все демонстрации, и они даже поставляют иногда наших активистов в опасности. Они даже с ними друтся и так далее. И они всегда делают такой хаос. Это против всех наших желаниях, организаций, структуры. И они так насильно выступают, и все, такой хаос везде делают. Насколько я знаю, на некоторые демонстрации их даже не пускают сами профсоюзники. Ну, конечно, наши профсоюзы должны нас защищать от этого черного блока. Ну, значит, с одной стороны, они государству очень нужны, потому что они разрушают саму демонстрацию. И с другой стороны, они тоже очень нужны государству, потому что государство потом может сказать, ну, я не разрешаю демонстрацию, потому что это всегда очень насильно, очень опасно, смотрите на черный блок. Так что мы считаем, что есть даже милиция внутри черного блока. То есть это полицейские провокаторы. Да, это полицейские провокаторы, да. Последние общенациональные протесты во Франции были связаны с повышением цен. Причина этого повышения была в первую очередь политическая. Как известно, в последние годы процесс деглобализации санкционных баталий уже был запущен во многих частях света. Но после начала войны на территории Украины все это вышло на новый уровень. Санкционные войны ударили, конечно, по России, но и Европа не обошлась без потерь. Исчезновение
исчезновение отдельных продуктов с прилавков магазинов, замена российского газа на более дорогой американский, резкий взлет цен на нефть. Все это сказалось в частности на рядовых французах. И по доброй французской традиции это вызвало протесты. Причем с одной стороны это уличные протесты, а с другой стороны забастовки на автозаправках и нефтеперерабатывающих заводах. Недавно я, кстати, опрашивал людей в центре Парижа, ссылка на видео будет на экране и в описании, и очевидно, что жители считают протесты оправданными и в целом их поддерживают. А чем окончились недавние забастовки на нефтеперерабатывающих заводах, на бензозаправочных станциях? Они закончились тем, что не была генеральная забастовка, которую мы все хотели, к сожалению, но их требование это была зарплата, и они получили премию. Хорошую премию. Я не знаю, я не связана лично с активистами, с работниками этого отдела. Так что я не знаю, если они были удовлетворены. Насколько я знаю, там подняли немножко зарплаты. Да. Но дело в том, что, к сожалению, это начало социального протеста перестало. Очень жалко. И я считаю, что в этом играла большую роль. И, может быть, это будет немножко шокировано для русских, так слышать. Но наша конфедерация труда, которая называется CGT по-французски. Это стала такая проблема с бензином. Экономия страны смогла бы совершенно остановиться из-за этого, из-за этих забастовок. И наше государство приняло такое решение, что полиция пойдет к работникам забастующим, чтобы их заставить прийти на работу. И наше государство реально, действительно так наступило. И что мы ожидали? Мы тогда ожидали, что наши конфедерации вызовут всех на генеральную забастовку, потому что это скандал, это против Конституции, это против даже человеческие права. Это смогло бы быть началом огромного восстания. И что сказал СГТ, наша конфедерация? Она просто сказала, мы пойдем в суд, чтобы возбудить дело в суде. У нас обычно говорят, слили протест. Знаете, некоторые постсоветские либералы любят апеллировать к опыту европейских стран, мол, вот смотрите, там много социалки, много свобод, нужно просто проголосовать за правильную демократическую власть, ну и как бы все будет. А вот не будет, потому что именно находясь в гуще французских протестов и общаясь с местными активистами, ты еще больше осознаешь, что все их достижения это плод, с одной стороны, жесткой борьбы народных масс, ну а с другой стороны, улучшение положения тех же французов, это в том числе результат страха властей перед красной угрозой на протяжении большей части 20-го столетия. Вот именно поэтому здесь 35-часовая рабочая неделя с 7-часовым рабочим днем. Поэтому здесь такая вещь, как принудительные переработки, вообще считается дикостью, ну, во всяком случае, для официально трудоустроенных. Поэтому тут пособия и прочие радости жизни. Но все же, несмотря на очарование масштабными протестами и неравнодушными людьми, нельзя не отметить, что, во-первых, протесты не всегда достигают своей цели, а во-вторых, новой французской революции что-то до сих пор нет. Да, конечно, массовые протесты заставляют власть имущих считаться с теми же профсоюзами, с социальными движениями. Но, тем не менее, буржуазные президенты сменяют один другого и вовсе не отправляются на гильотину. А некоторые антисоциальные реформы все-таки реализуются, особенно на фоне постепенного ослабления местных профсоюзов. Где новая французская революция? Почему ее нет, несмотря на огромное количество протестов и протестов достаточно радикальных? Мне очень трудно ответить к этому вопросу. Потому что, как сказать, есть, конечно,
два класса, буржуазия и пролетариат. И буржуазии ей очень легко организоваться работникам и рабочей классе вообще очень трудно найти свою организацию. И я считаю, что сейчас пока нет такая организация, которая смогла бы позволить рабочей классе идти до революции. Тебе не кажется, что даже радикальный протест во Франции остается в системных рамках? То есть, что я имею в виду? Люди выходят, пускай они громят витрины или дерутся с полицией, но никогда не встает вопрос о смене власти. Или даже если он встает, ничего реально такого грандиозного для смены режима во Франции не предпринимается. То есть это не французская революция. Да, во-первых, ты сам говоришь, то есть исторически это было, да? То есть вопрос, если я правильно его понимаю, в том, почему во Франции так редко происходит революция. Так я бы сказала, что редко где происходит революция, да? Поэтому я немножко не понимаю. Я бы сказала, естественно, что у нас препятствие в том, что мы старая демократия, и люди привыкли думать, что мы живем в демократии, что мы можем свободно выразить свое мнение, что у нас и так, конечно, все хуже и хуже становится, но все же... Но есть демократические институты, можно пойти на выборы, проголосовать. Да. И кроме того, в социально-экономическом плане тоже это, конечно, хуже, чем было, но лучше, например, чем в России, да? Поэтому, можно терпеть, да, если сравнить. И много иллюзий сохраняется. Несмотря на то, я думаю, что система у нас потихонечку меняется, да, была у нас социальная система, благодаря во многом Советскому Союзу, сейчас все утрачивается тихонечку, чтобы люди особо не замечали, но люди сохраняют иллюзию. И я помню, как мне было смешно, когда желтые жилеты вышли. В начале я с ними много беседовала, с ними вместе действовала, кстати, это стало появляться слово олигархия. И один из желтых жилетов, с кем я разговаривала, он мне как раз объясняет, что во Франции в чем проблема? Проблема в том, что олигархия правит. И он сказал, я даже смотрела в словаре, что это значит. Читала определение, думала, действительно, это то, что происходит. Почему это мне запоминалось очень хорошо? Потому что в России как раз люди думают, это факт. То есть мы живем в олигархии, все убеждены в этом. Нет вопросов, да? Во Франции только понимание... живем в олигархической системе. Нет, да. А тут этому возмущаются. Это новшество. И это, кстати, если вернуться к первому вопросу, это одно еще из объяснений, почему в России сложнее выходить на протест, потому что ты думаешь, люди прекрасно анализируют, они не дураки как раз, прекрасно анализируют систему, знают, что они живут в олигархической системе, авторитарной, но олигархической, и поэтому знают, с чем они сталкиваются. И очень мало надежды у людей что-то против этого, что можно против этого что-то делать. А во Франции есть еще надежда. Да. Большая революция буржуазная, коммуна парижская и другие меньшие революции во Франции, они всегда начинались в Париже, что люд в Париже он забастовал. Сейчас ситуация немножко другая. В Париже городе в Париже, живут люди, которые такие, богатые,
они не будут забастовать. Это такие там работают в финансах или там в других таких. Это не люди, которые будут делать революцию. Но есть люди, которые могут делать революцию пролетариатскую. Это люди в пригородах, в Сен-Дени, в Вальдемарне, и там миллионы рабочих, французских рабочих, но тоже рабочих там, которые походят там с эмиграции. Но они nie działają zabastówek. I jeśli my думаем об революции во Франции, без этого рабочего класса в пригородах Парижа никакой победы не будет. То есть необходимо сплочать и агитировать именно людей из вот таких мест. Да, но если ты посмотришь, ты пойдешь там на митинг коммунистических партий во Франции. На этом митинге очень часто старики и старики, которые белые. А ты потом пойдешь... Белые гетеросексуальные мужчины. Этого не знаю, но знаю, что они старики, но и они и в большинстве белые. Ты пойдешь там, где я работаю. Я работаю в холодильнике, там, в котором минус 25 градусов, и там большинство это черные. И никто не приходит к нам, чтобы там говорить, рабочие, вам надо там делать что-нибудь. И коммунисты не приходят. Но приходят профсоюзы, потому что у нас там есть профсоюзы. Да? Но без этого никакой революции не будет. На самом деле, перспективы рабочего движения во Франции не могут не внушать опасений, потому что здесь наблюдаются те же тенденции, которые есть и во многих других странах. Производство выносится за рубеж. Внутри самой Франции все большее распространение получает практика аутсорсинга, когда многие работники выводятся за штат, нередко оформляются как индивидуальные предприниматели. Работодатели активно используют мигрантов для демпинга зарплат и так далее, и так далее. Все это, конечно, наносит удар по местному рабочему движению. У тебя нет такого ощущения, что, пускай даже с помощью протестов, французы часто выторговывают себе уступки, но в целом-то ситуация идет не в пользу трудового народа, то есть идет скорее отступление, а не прогресс, как было еще лет 70 назад. Да. Так и оставим. Рабочий класс и рабочая и классовая борьба – это всегда целый процесс, который ты всегда опять начинаешь. И, конечно, надо очень много сил и надежды, чтобы каждый раз опять все начинать. Мы уже 20 лет, 30 лет, мы сейчас как рабочий класс, мы больше не выигрываем новые права. Мы пока в таком процессе, когда мы только стараемся защищать те права, которые мы уже получили, наши дедушки, преддедушки выиграли в своих борьбах. И, конечно, когда ты только защищаешь то, что у тебя есть, у тебя нет впечатление, что ты выиграешь что-то. То, что протестное движение во Франции, как политическое, так и социально-экономическое, сильно, это результат довольно длительных исторических процессов. События Великой Французской революции, революции 1830 и 1848 годов, Парижская коммуна 1871 года, Красный май 1968, многие участники которого до сих пор, кстати, живы, плюс сохранение мощного и весьма организованного рабочего движения. Все это обеспечило выработку и поддержание культуры протестной борьбы. Собственно, и социальные и политические достижения Франции — это результат этой длительной классовой борьбы. Однако и тут не обходится без негативных тенденций, будь то реформизм, атомизация общества, обветшание старых некогда боевых профсоюзов. Это тоже может грозить Франции утратой протестного потенциала. Хотя пока что французы на фоне даже других народов Европы выглядят ультрарадикалами. Уже в 90-е, когда я жила в России, проводила исследования, я уже стала говорить тогда своим товарищам во Франции и другим исследователям: смотрите, что происходит в России, потому что это наше будущее.
То есть это не то, что вот Россия должна смотреть на Запад, чтобы вот успеть за ним. Нет, это ровно наоборот. Мы сейчас идем по вашим стопам. Что, естественно, как бы, ну, в плане, да, разрушения социальных институтов, делегитимизации демократии и все такое, мы идем в сторону России. Звучит страшно.